Ну, посмотрим, как эта сторона будет работать вообще. Если на юнитах. Пусть она будет долгая. Блин, бывает. Да и сране на юните бывает тоже. Вот говно кода, блин. Ну, по себе игра хорошая, но бывает проблема. До завтра. Не будет. Прекрасно. Размытие берем. Ставим. Вот так. Может быть, сейчас заводись. Да. Русский можно. I think I'll go talk with the I think I'll go talk with. I think I'll go talk with the research. О. Там. Как достойный.
Но вводит в игры всякое время, всяких размыть, типа, говна, ты страдаешь, почему работает. Хотя это тоже адекватно работает. Видишь, что он так умер. Там. Придёт весь. Давай, давай. А тут мы пробываем на корабле на таком, типа, парусники, не парусники, катере, не катере, на Портию. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while? Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. Жарковато, конечно, блин. Сейчас смотрю, когда пробовал давным-давно, блин, казалось нормально, тут что-то ярко. Сейчас надо. Hi. Presley, how do you do? Здравствуйте. Good to Рад see видеть you тебя again. снова. Надеюсь, что Hope you had a путешествие было pleasant приятным. journey from... Ты ведь из Зеленого взгорья? Это довольно далеко. Yeah. А, Anyway, в I'm том here to show случае you я to хочу your показать тебе твою workshop, so if мастерскую. you Пойдем, она тут please follow недалеко. me. I wonder what it's like. I didn't get to know my Интересно, что она party well. похожа? Папа до сих пор остается для меня загадкой. No one's been working Твой папа there покинул since Портию your много лет father, назад. Portia, И с so тех пор в many years мастерской ago. никто не работал. He Был was a хорошим good другом. friend. Yeah. Ого. Стойки. Троечки, давай. Ярко. Да. Ладно. Оставляем как есть. Так. And here we are. Если вот мы на месте, твоя Your мастерская. workshop. Ляво. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homey. Уютно. Вообще капец. Уютно, что Now капец. then, here's a letter from your father. Держи, вот He письмо asked me твоего to отца. present it to Он you просил when мне you дать see его this тебе, house. когда ты придешь сюда. Не, столько читать не буду. Ну, все Here's the понятно. workshop handbook of your pa's. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located Mhm. around Peach Plaza. Can't miss it. Вот эта записная книжка, вот записная книжка твоего папы. Можешь не торопиться, смотрись пока. Иди завтра на торговую гильдию Портии. Она находится рядом с Яркой площадью. Так что ты не заблудишься. As much as I'd like to give Хоть you я и the хочу дать тебе лицензию мастера прямо сейчас. you'll need to Сначала prove нужно your worth пройти for пару a couple of испытаний. tests. Got it. Tomorrow. Хорошо, завтра приду. Anyway, I'll leave you be. Хорошо, Get ну ладно, some оставлю тебя, rest. отдыхай. Bye, Presley. Thanks Да, for your Пресли, help. спасибо за помощь. Вот второй день начался уже. Красный. Oh, my head. Как же болит голова. Домик придется еще чинить. Внутри. Полы чинить.
Мебель оборудовать. Так, тут. Так, вот здесь собираем то, что можем. Так, ну, при сборе. Ягодки нам пригодятся, возможно, потом со временем. Так, здесь. Да. Вот у нас. Станок. Скажем так. Оп. Червячок зеленый, по-моему, нужен для рыбалки, не ошибаюсь. Вот это гильдия. Заходим. Nice to see you. Он How are you продает тебя. settling in? Как новоселье. Great. Очень хорошо. Великолепно. Let me introduce Вот you to мероприятие the торговой Commerce гильдии Guild. Портии. We're the Торговая гильдия — organization that организация, orchestrates которая trade управляет across the торговлей на entire всей Free территории Cities свободных region. городов. This Это is филиал the гильдии Porsche Портии. branch. Весь год We are мы очень pretty занята. busy. Now then, let me give you Первый your всем builder заключает test. свое испытание. Оно This is довольно pretty легкое. easy. Сделай топор с Take an киркой axe и and принеси pickaxe. их You мне. need to have wood Для них and понадобится stones камень to и make дерево. these. You can gather them on your own or buy them from after you have the raw materials you need. Ну, понятно, как бы тут типа базовые элементы, типа, мол, обучения, то что вот собери того, скрафти то, принеси, покажи. Сделал, молодец, пошли пизду отсюда, все. Создать. Теперь у нас ресурсов не хватает. Мы собираем, хватит. Теперь можем делать вот так. То есть СП у нас тратится, это у нас типа энергия для работы. Если она закончилась, то все, спасаешь куда сай. Ставим на инвентарь. Это все не нужно сейчас. Это нам нужен еще камень. По-моему, камень хватает. Помню. Теперь круто. Да, камня не хватает. Поищем бы дурным. Так, камень, по-моему, сломается просто. Там он какой-то торговец, по-моему, на тачке какая-то гоняет. Так, опа. Давай. Раз. А, вот был. Помню, что где-то есть. Travel. У нас теперь энергия максимальная. То есть у меня остатки хпшки повышаются. Прочее, прочее. Создать. Кирку, отлично. Теперь можем еще и камень долбить. Теперь можем долбить не только соседа, но и камень.
Потому что если автобег тут, там можно сейчас просто на автобег нажать и... Ah, excellent quality. Nicely done. You can keep them. Так. I just wanted to see what you can do. Он посмотрел, что вы умеете делать. Вот и все, как бы. У нас квест закончился. Поручение гильдии. Теперь мы можем получать опыт, репутацию, отношения с кем-то. Новое задание надо сделать каменную печь, по-моему. Каменную печь, по-моему, нужен камень. И чем больше, тем... Я, по-моему, так что у меня есть, помню. Древесина, не помню, знаю. Угу, да, кирка не подходит для этого булыжника. Для этого тоже не подходит. То есть мы не все булыжники можем ломать базовой киркой, которую крафтили. Так что собирать вручную очень надо, само залетает. Кончилась. Энергия кончилась. Энергию можно чем-то восполнять, не помню, правда, чем. Какие-то предметы есть на восполнение энергии. Но вроде как и не нужны для нового крафта, только для добычи. Эта данная система вот с очками чем-то напоминает эту Архейдж. Ага. А, каменную печь точно надо. Сборочная станция, на сборочной станции это все собирается. Так. Вот каменная печь. У нас есть дерево, хватает и камень. Дерево 10 нужно добавить. Так. И каменный. А, каменный табурет требует. Что нужно каменный табурет? А, вот. Создать. Один. Так. Надо теску брать. Пока здесь замастерять, и потом вот этот кус спилю. Будет все ништяк. Это был второе испытание мастера. Вернуться, сдать тест. Привет, Фобос. Ну, это не выбор, это я ее проходить даже не буду. Это, ну, по сути, здесь в игре есть сюжет,
кое-какой, блин. Но как бы я ее не для прохождения. Great Я job. чисто для забивания эфира, вот буквально до 9 вечера по Москве, чтобы посмотреть Gamescom. Чтобы не просто сейчас сидеть херней страдать, просто смотреть на YouTube, на Твиче нечего. Я зашел, я пока кушал, я посмотрел. Смотреть некого, знакомых никого. Не, ну, Дорна понятно, что сегодня нет, а Леона тоже, как бы он, походу, на работе, либо что. This is your builder license. Вот, вы получили Congratulations. Now you лицензию just need to take строителя. this license over to the Лицензию mayor's office мастера, and get точнее, your workshop получили. registered. After we come back, Также нам I'll здесь нужно ask будет, you after you в register. этой игре нужно со всеми, ну, повышать отношения дружеские, грубо говоря. Так, это... Так, дерево пока. Кирку и топор на первое место, лицензия пока в сумку. Внутрь. Ой, я вот эти все Лиги Легенд не особо люблю. Welcome, welcome! Это мэр You вас must be приветствует. the new builder. I'm here to register my workshop. Very well. What is... Как ты назовешь? Так. А, не влезает. Черт его знает. О, что, маленькими много написать? О, так назову. Ничего не знаю. Nice name. There, your registration. Thank you. Спасибо, зарегистрировали. Все. Теперь нужно вернуться. Как говорится, Пресли. Точнее, показать регистрацию. Так, тест завершен, репутация с городом получена, плюс 30. You're now a bona fide workshop owner. Let me Теперь я владею explain some of the мастерской, все based on дела. the speed and quality of the There are Ну, other также он сказал про workshops, of доску course. заданий, Oh, то есть yes. где мы можем I think какие-то once we're done поручения with your выполнять. То есть, orders. допустим, там поручение там собрать 5 шкафов, допустим, да? То есть мне нужно будет сначала ресурсов набрать, потом шкафы делать. Игра повисла. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins, you already took one today. There are never too many Привет, commissions. Пиксель. Good day. Это... That's Runt. Прикинь, игра на owner of Unity. the current #1 workshop. Чтобы вот так этот Brilliant движок, да? businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Да я не поехал. Bless. I've got a job for you. Or not. What is it, Arlo? Что такое, Алла? We're looking to build a Хотим bridge построить мост to на Umbrella. янтарный остров. So the mayor Так, мэр место finally выделил got the деньги, money. хорошо. Здесь как раз Young выполнен. builder here Ждет is up задача for the сложнее. challenge. Yeah, he figured that place could Я be не a real поехал, tourist просто trap. Пиксель, это чисто затычка для... чтобы вот до Gamescom досидеть. А то бы что я, блин, тут сейчас... Херней страдать буду, что ли? Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge Нет. diagram in there. I remember he built a bunch. Это типа Animal Crossing, только попроще, он вышел раньше, чем Animal Crossing, вот и все. И эта игра до сих пор обновляется, не так давно патч выходил. Ладно, посмотрю, есть ли чертеж моста в записной книжке, все дела. Ну, те же поручения все те же пока. Это пока выходим. Я в любом случае сейчас ничего сделать не могу, потому что мне энергия закончится. Мне не дерево в любом случае, нам хватит не камни. Также вон всякие нужно будет сундуки собирать здесь. Бегать. Так, помню, здесь это можно будет залезть. Как? Либо предмет какой-то нужен будет.
Монетки. Ищ. Здесь, допустим, смотрим. Каталог предметов. Не то. Так, не. Здесь смотрим, есть ли рецепт моста. Да, вот подъем моста. Мне нужно 2 подъема. Медная труба нужна. То есть даже на мост банально. Тут нужно вообще бронзовый слиток для деревянной основы. То есть тут не все так просто, как хотелось бы для некоторых. То есть мне нужно все это набивать, добывать, выкапывать. Да. Хватит дерева. Не хватает. Понял. This house is so worn. Мне надо его починить. Ну, понятно, хрен, что надо починить. Так. Вот эта штука. Штуку мы берем. И... Так, вешаем на стенку. Можно весь дом обставить по полной. Только мебель нужно построить. Шкафы всякие. Прочее. Так, деревяшки есть. Иксик, ты сам там как поживаешь там? Благо, что некоторые предметы, которые собирательные, они появляются каждый день. Можем просто вот так вот тоже тупо спать и собирать. ТХЗ. Вот я тоже ТХЗ. Ну, тут информационный. О, тут от патруля. От Пауля тут птичка нам. Подарочная, типа с репутацией и прочим говном. Собираемся, что плохо лежит вниз. От этого будем отталкиваться в первую очередь. Благо, что автобег тут есть, можно вообще не париться. Нажал и беги. Так. Да. Благо есть автобег, вот мне это все радует. Вот. Игра здесь в автобег вообще. Даже клавой пользоваться не надо, просто нажал и беги.
Делать нужно медное лезвие. Нужна медь. Много меди. Так. Здесь нужно. Вот медный слиток. Нет топлива. Заправить. Допустим, у нас 20 дерева. Ставим. Можно уголь также делать. Бронзовый топор надо будет он делать. Талисман. Кстати, к защите у меня такое есть. Деревянное хранилище. Это по сути нужно. Банально вот. Так, где? А здесь разместим. Давайте. А, фигу дает. Здесь. Так, ну и все лишнее пока мы тут. Первый. Так. Траву оставим. Мрамор пока уберем, не нужен пока. Деревянный сок тоже пока не нужен, берем. Талисман мы на себя напялить по сути. По-моему, да. Да, вот сюда. Если к защите будет пленный. Плюс еще у нас вот тут внешний сундук. Тут тоже можно ресурсы складывать там. Или хранить. Там что-то еще такое задание лежит. Предлагаю. Он в гильдии. Или нет? А, да. Здесь. О чем-то мэр хочет говорить. Hello. Новый Oh, знакомство? right. You should get to know some of the Ага, people. ну совет, то что нужно с жителями познакомиться, все дела. Нужно со всеми жителями в городе поболтать. По его прихоти. Нам не влом, да. You're the new builder. Да. Welcome. If you're Кто знает. And you are? You're that new person. You. И внутри, походу. Смотрим. Oh, a new builder. Тут поговорили. Повторить подальше. Там ниже в городе магазинчики. Правда. Ah, I heard about you. Hello. Goodbye. Hi, you were. Стоит. Здесь нет того. Здесь. Welcome to our little town. Now you look like a nice kid. So Nice to have you. Now, you look like a nice kid. Оловянная руда, медная руда, каменный кирпич. Тихонько всяких вещей не дают. Hey there.
I'm Chiwa, the smallest of the Hey! Hey! You're the new builder, right? I'm Chiwa. I live to fish. But a big one, bro. Oh, thank... Вопрос сделать удочку. Welcome, smallest build. And since I'm so... Так, доктор где-то там у нас сидит, вверху. Я скажу, такое ощущение, как будто в деревню Кокорика попадает. Блин. Здоровая такая сволочь. Ну, ты сидишь, продолжаешь, где кого искать-то, блин. Oh, who might you be? Hey, welcome to Portia. Со многими уже поболтал. А, вот одна бабка осталась. Окей. Где ее искать, это не помню. Честно. Бабулька, ты где? Это тут она. Это подземелье. Hey there. First time? Yep. Alrighty. Let me... When you enter, I'll give you the... This one beside me is an abandoned... Okay, I'm done. Яблок. Где бабку? Карта. По-моему, бабка как раз вот здесь, но. Удочка, удочка. Дикий кокон это получше, медный свитер. Медный свитер это еще ладно есть. А вот паучий кокон это уже проблематика. Бабка торчит. Hello, nice. Да, есть версия.
позже вроде можно будет уменьшивать затраты энергии. Добычу этого дела. Да, в каком таланте нет. Да, очки навыков идут. Есть такая замануха. Так, это и... В любом случае завтра дерево появится. Туда мы сложим ткань. Оловянную руду пока мы сможем сложить. Вон такие яблоко можно. Это можно краски сложить. Даже молоко, я думаю. Он со временем рестартирует. All the gaps have been fixed. Дырок в полу больше нет. Значит, нужно много меди наколупать. Проблемы. Камень подолбить, хорошо. Там он сундук, пока нужно не открыть. Монетки. Да, по поводу очков, где там? Вот у нас очки навыка. Ой, промысел и общение. Что нам лучше сначала? Сократим затраты энергии на вот это все сначала. На 25% пока мест. Это принялось, да? Да, понятно. Это пока мест зовут. Уже меньше, уже по одному очку нужно добыть. Ну, на каждый удар теперь по одному очку тратить.
Хорошо, собираем. Здесь ловушку надо типа потом поставить, чтобы кого-то ловить. Ну да, животину отловлю. Ну, картофельного фрукта, ну, потом надо будет. Когда у нас появится возможность для посева, будем. Вот на тот мост мы сейчас ресурсы мутим. Мара-мара. Да, деревня меньше стало. Ну, 68. Ну, по-моему, стаки, по-моему, могут быть большие быть. Медный слиток. Так, наделаем медных слитков сразу. Нормально. Тренировочный меч. Это лучше сделать. Хотя бы для старта что-то будет. На конце. Тут мы можем теперь драться. Наваляем. Вон, допустим, божья коровка. Вот их чертям. Не бей меня. Отстань от меня. Ты сам виноват. Ладно, цветная лама. Животных получаем и прочее. Тоже нужно. Мясо потом можно будет приготовить. Привет, Доран. Ну я его прошел просто, вот все. Там игры-то оставалось на 20 копеек часа, ну а учитывая, что мы сейчас ждем Gamescom, я вот поужинал, да вот, запустил как затычку эту игру. Но подъебал, молодец, да. Darksiders преобразился теперь в это. Лучшая игра ever. Вообще НГ+, да. Именно.
Вот положу. Голову могу искать. Я сейчас, наверное, сундук просто сделаю, что ли. Это камень сюда, каменный кирпич. Саторы сюда. Этому тоже сюда уже сбрасываю. Так. Брать. Так. Еще можно. Могу собрать. Да у меня хватит. Мне нужно, чтобы здесь была циркулярная пила и медная руда. А вот. Точильный камень. Парочку вроде надо. Точильный станок. Точильный камень. Есть, воткнули. Запчасть. Где взять запчасти? Вот я эти не помню. Теперь нужно. Запчасть. Запчасти либо покупаются, либо где-то можно будет их найти, либо самому конструировать. Вот предмет. Клетка ловушка. Ловушка. А, да, помню, с верстаки тоже все это улучшается, по-моему, со временем, кстати, это все.
Как пока делается. Делается. У меня он тоже, по-моему, до сих пор еще обновляется, блин. Да, именно что. Про него я забыл. Уже. Но у меня тоже сейчас параллельно там проверяется. Он, знаешь, как Доран? Он не он не качается, он просто проверяет, кеширует файлы, причем вот так медленно, что капец. I heard you're from Barnarock. It's a lot more humid here in Portia. Have you got used to the humidity? That's all right. We have just use some milk, golden salmon, and salt to make the. Советы от доктора. Так, 3 медных штуки есть, осталось запчасти, 2 штучки. Бегуны, спортсмены, пропаранцы. Бегите, бегите. Hey, I checked the travel agency. Bye. Ру-ру. Так, ага, вот оно. Просто улучшение вот этой всякой херни идет. Попробуй нам улучшить верстак. Нам нужно найти 2 запчасти. Да, сделать 20 деревянных досок и 5000 монет. Чтобы улучшить домик. Домик, по сути, можно улучшить. Самое, по-моему, простое будет. Скоростную станцию положишь вперед, перспективы можно будет потом. Курятника у нас пока нету, и пока строения тоже пока нет. Еще нам тут придется покупать территории, да. Расширить земли. Что еще будет? Взять запись. Загадывай где.
Мы когда будем давать, я не знаю. Скоро. Пока. Hey, Список данных. Вот, тоже вещь хорошая. Сейчас мы качаем. Добыча. Поэтому
А вот, допустим. Можно диван. Так вот можно реликвии всякие. Прикольно. Так вот. И добывали и меди, и олова, и песка всякого, и прочие все. Можно прежде туда заваливаться. Хрень. Закрыто. Церквушки тоже закрыто. Ай-яй-яй. Пару заходиков туда и будет шикарно. Ага. Бронзовый слиток мне нужен. Я буду сказать. Бутылочный учебный меч потом. И 3 бронзовых слитка. Создать. 3 пока не создам. Нормально. Половину. Переложим сюда. Так. Надо бы сейчас это в исследовательский центр сгонять и диски отдать. Посмотрим, аж 3 штуки диска. За эти диски мы получим данные. Ну или для производства.
Good day, Builder. You know what this is? Of course, this. You can't be that bad, right? Imagine that. Anyhow, so. Понятно. it's a Он рассказывает, priority типа. of- So I can give this to you. Yes, that's right. What kind of Mostly special seeds. You'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Okay, great. Here, I'll... Hi. Have you ever heard of the story? See you. Данных написал семена. Так. Там дальше. Да, иди себе. Траншею копал, закопал. Где копать надо? Так, все верно. Силовой камень. Старый термос. Вон там что-то глубоко. Брошенная комната. Я перерыв уже делал. Я делал перерыв на поужинать и вот ту игру прошел, сейчас за эту взялся. Главное найти где запчасти данных найдем. Очистили. Диски данных с данными нашли. Ходим отсюда.
сумка забита у меня. Одна заброшенная комната. Недостаточно места. Маленький двигатель. Ага. Плохо, что нет. Надо вот это все сделать. И максимальную выносливость увеличить. Сначала выносливость увеличить, потом вот это увеличить. И запас энергии увеличить. Так, это... Так. Так, давайте нам... Вылезает. Шикарно. Так. Выбросить почву. Золотая жаба. Шикарно. А вон еще один такой же заброшка. Ладно. Точек, правда, золото. Мы сюда выбираемся. Нифига нету. Руды. Один руды. Что я могу дать? Продать это. Это выбросить. Так.
Вентилятор. 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 Так, выбросить. Половину руда. Тут не поспоришь, да, нужная вещь-то. Ну, всякие зайцы, мебели дает тоже улучшение макс к энергии. Удобно. Качка. Что у нас? Энергия, да? У нас энергии нужно. Надо будет по максимуму. Ходить. Ночь. Утром. Потом это раскандибарить по местам нужно. Мы закинем вот эту. Это. И это сюда. Конечно. Это камень тоже по камню. Запчасти таскать. Вот хорошо. Бронзовый слив. Я нашел запчасть. Ура! 2 штуки. Ура! Уэй! Тихо встает. Создать. Вот. Тут нужен силовой камень. Мне нужно медленное лезвие. Тут могу создать память. Пускай делает.
Дерево, среди. Вот деревянный сон. Деревянный сон теперь есть у нас. Сделать этот меч. Просто какое животное. Этот меч. Такая места. Так. Кстати. Время. Осталось. Половину оставить. What do we have here? You know what it is? You want to know? These data disks, we're not miracle workers. So anyway, Знакомец. just remember that if Рассказать про what did you bring me диски. this time? Ah, this must be a piece. Hello? Hi, did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. You don't have enough data disks. That should be enough data disks. Still, if you... The data corruption on these disks are minimal. Можно будет перспективе здесь обменивать на ссылки. Только для оружия. Тренировочный. Ну, у нас пока оружия нет. Сейчас. А, вот. Вот эти части две, а вот если собрать еще верхнюю часть и старый диск, то соберем термос. Здесь у нас такая, по-моему, голова или вот это формально собрать. Не обязательно.
по сути поговорили, наставление получить. Надо ламушку набить. Печный. Ладно. Хочешь так как? Папа, медведь. Давай. Теперь божий бычок. Там где-то еще есть плыги такие. Просто проверим. Ну ты приколист, Марио 12 орбов, блин. Сам начни. Когда жопа сгорит, потом расскажешь, как оно. Ага. Иглы. Иглы нам нужны для меча. Впоследствии. Это сколько этих игл вон, я не помню. Ага. Пока пускай. Тут вон еще целая грядка. Лобные крабы. Вы это видели? Лама похилилась, блядь. Плавай.
А, мне ж паучья эту херню надо было. Паучья тут правда нет. Иглы теперь есть. Ладно, без этого обойдемся. А, отлично. Идем в город к мебели. Или отдадим. Ага. Strapping quality. Репутация, опыт, денежка. Hey! Once. To you. Лучший братан. Ага. Хорошее название магазина. Инструменты. Да, вот тут мы можем при наличии денежек мы можем покупать, сотариваться. Да так. То есть нам вот эти штуки будут нужны, комплект модернизации. Допустим. Каска шахтера. Мы о ней так мечтали, да, каска шахтера-то. Целый камень нам нужен. Пока не буду брать. Так. Пока вас продать. Целиком продать. Лежал мясо. Ну, тоже продать пока можно половину. Иглы пока трогать не будем. Продадим. Клубок. Так. После живот хватает. О, игл прям 5 собрал, но смолы только нету. Медных слитков пока нету. Теперь можно сделать так. И на максимум. Иначе так будет. Максимум.
Бронзовая труба. Она будет тоже нужна. Так, это не... Циркулярочка теперь мне нужна. Еще одну такую печь брать. Эту печку создать. Каменный табурет. Так. Каменный кирпич давит на циркулярку. Да. Каменный кирпич. Да. Да. И медных лезвий парочку. Медные лезвия ждать надо. Купить 1500 денег надо копить, чтобы развод на бабки. 1500 накопи и пожалуйста. Так, времени. Время сегодня за трансляцию. Да, я забыл забрать то, что она там делалась. Полезно надо, медно. Да, штуки. Давай закажем. Деревянный доски. Пока досок там. Это сюда. Эх, такой. Да есть искусственно скинуть. Кирпичный. Есть. Это.
Иглы берем. Это сюда уберем. Нет, будем нас положить по сути. По-моему, оно и так работает. Сюда. Mi casa, loco, menos mal que no es mi casa. Niña, menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Mi casa, loco, menos mal que no es mi casa. Niña, menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Mi casa, loco, menos mal que no es mi casa. Niña, menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Mi casa, loco, menos mal que no es mi casa. Niña, menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Menos mal que no es mi casa. Спасибо за фоллоу. Да, дождемся диска, чтобы сразу эту штуку сделать. Так. Деревянная доска, да? 5 штук не тарабанили. Это топливо. Ой, камень. Это дерево. Я думаю, он будет это растительное волокно продавать.
топор получим, правильно? Бронзовый топор нужен. Минимум. Тоже бронз. Талант. Увеличим мой. Три доски. Три. Подождем еще две доски. Он забит. И кости животных живут. Сколько у меня костей уже? 4, надо еще одну кость. Блин. О, есть. Ой, животного собрано. Тут будет было лучше. Да? Как раз собрал. Меч улучшаем. Только забыл лучше. Тарабаним. Oh, thank you, thank
Да, прошел, Флэр, прошел. Я не крейзи, я просто... Это у меня игра чисто на сегодня как затычка сейчас идет. Я сегодня Darksiders прошел, запускал стрим. За 20 копеек чат добежал, завалил Самаэля. Нашел его. Сколько умер? На Самаэле, если... На Самаэле, может быть, раз 5, наверное, помер. На 5 порой отвлекался. И на Порче 1 или 2 раза. У нас на конце. А, вообще, если на Локе. Если на Локе вообще, то 1 раз. На удивление. Я там в самом начале опять в окружности там подох. Где-то остановился. Там первый раз подох, блин, потом сообразил, что как, ну и раскидал всех. Что мне нужно есть? Сколько кусков мрамора мне надо? Мрамор 1. Окей. Отлично. Ой. Извиняюсь. Это до старта означает... До старта трансляции осталось 13 минут. Тут пока врубаю. Вырубил меня. Бронзовая труба 2 штуки мне надо. Так, у меня с бронзой напряженка не надо. Теперь мне осталось намутить смолу. Иглы я себе намутил. Да, я могу сделать лучше мечом. Флэр, где косарь? Я же на апокалипсисе игру прошел, нормально. Ха-ха. Подъебало тебя, да? Ха-ха.
А вот только Слэр, хочешь прикол, вот этот мимас, вот он под тебя подходит очень хорошо. Тебя нужно увольнять, короче. За максимальный контент он только платит. Ага. Клэр, ну тогда и нехрен предлагать такие челленджи, потому что я под них не подписываюсь. Я прошел на 3-й сложности, блин. Это мало, что ли, блин? Ну, тебе мало, ну иди тогда лесом. Али, что ты просил? А никто не жалуется. Что самое интересное. Просто ты напоминаешь мне одного человека, блин, который есть на СК2 ТВ, блин. Под ником Котик, блин. Вот один в один, те же ты такой же херню страдаешь. Тот, блин. Типа, а пройди блат, 600 рубасов тебе кину, пройди на харде, блин. Я тогда в здравом уме, чтобы на такой не подписываться вообще. Хоть оно мне нафиг не сдалось, но поставлю так. Крепкое дерево мне нужно. Чтобы мне получить крепкое дерево, мне нужна бронза.
Потому что мне нужен бронзовый топор. И медной руды нет. Идем что ли вниз. 5. Ставить остатки энергии. Как раз может наберем медь там. Здоровенные буду здесь набрать. Надо набрать. Силовой камень, отлично. Старый термос, часть первая. Отлично. Можно сейчас термос будет собрать. Как артефакт.
Так. Много. Все желтые точки нам здесь золото надо выкапывать. Это еще. Отлично. Ладно. Ладно. Надо выбираться отсюда. Энергии мало. Осталось 8 очков. Так. Окей. Эту хрень мы пока не трогаем. We've got a lot more world exclusive trailers to go, more pre-show to go, and interview with Jeff Keighley. Next up, we have a car brand synonymous with racing and innovation, and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. Check it out. Ford knows racing. In 2019, we brought our love of racing to gaming, and Team Fordzilla was born. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Ну да, уже потихоньку. Тут что-то начало непонятно, что тут сейчас такое идет. Там, грубо говоря, до начала там минут 11, наверное, осталось. Основного. Ну, 10 минут, получается, осталось до самого начала. Это они что-то перед этим что-то показывают. And now our second global announcement. You got us so excited with Project P1 that we are now committing to make a real world version of this groundbreaking car.
if I didn't have games, I guess I would just be writing a lot more. Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have finished a couple of books. If there was no game, what else would I do? I mean, I like tech, but you need to do things on the technology. And so if I can't play things, if I wasn't into gaming, yeah, it'll be a lot of TV watching. If there's out there a universe where I'm not a gamer, then I probably would start to game. I think I will try something to put some smile on the face of everyone. I would watch a lot more movies and read more books and get bored. Welcome back to the Opening Night Live pre-show. This is only the second year of ONL existing, but I think it is safe to say that this year's will be unconventional. So to tell us what to expect from the show this year, please welcome Jeff Keighley. We are now joined by Jeff Keighley, host and executive producer of Opening Night Live. How you doing, Jeff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So back in April, Gamescom said we're going Ощущение, как будто Кейли, блин, под чем-то находится постоянно. And how that's going to look. Well, we knew last year we were going to do another ONL this year because it was a big success, but yeah, we had no idea what format was going to take. Normally we were in Cologne. This year we're doing it from Los Angeles, but I actually, Gamescom came to me and said, we definitely want to do ONL. It's a digital event for the whole world, so even if we don't have something physically in Germany, we still want to do this show with you. And I said I was doing Summer Game Fest, and maybe we could put all these things together to create a grand finale for the show. And all summer I was really hoping to do a show that was a little bit bigger than I've been, broadcasting from home here for many years. I wanted to do something with kind of a set and Если это падла обновится у меня за ночь, блядь. Bring the whole industry together, and that's what we're gonna do. So is it going to be just as long? Коль, я в оригинале посмотрю, мне перевод нахрен не сдался, блин, ты чё? Мне думаешь, интересно, что они о чем-то не болтают? Я на игры посмотрю, и мне хватит. Biggest games out there like Call of Duty, and then a lot of really, interesting titles. Of course, we're gonna have. Да я вот тоже, если успею, блин, не скачать, а проверить это говно и скачать 2 гига, грубо говоря. Become a thing over the past couple of weeks, so it's really fun to have like the big and the small and the surprises and next gen all blended together. But yeah, it's a full blown show, 2 hours. Там Вов, самое главное, что там это прикол не в скорости. Она ничего не качает. Она максимум проверяет файлы на харде. We've got some special guests, and one thing I will say kind of right out of the gate is that this is not sort of wall-to-wall shock and awe announcements of new games similar to last year at Gamescom. We have some really Remnant from the Ashes, этот типа Dark Souls с пушками так называемый. Мы же его коопим, уже по стрима было с коопом. We have lots of great things planned for the Game Awards, but similar to last year, this is really a showcase of like big holiday games coming next year that you know about. So, I would. И там получается обновление, что-то в Epic Store обновили, и сейчас там заново приходится 37 гигов проверять. Благо не выкачивать, это бы я офигел повторно выкачивать только. I'm personally looking forward to the show. Well, me too. It's been really fun to build this, but even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's been. А вот сейчас, да, качает. У меня скачало почти 4 гига. And I think for all of us in the industry, we want that big showcase. So I'm just really excited to honestly like leave home, do like have a set, and you'll see we've got like screens. Да, ненавистная помойка, Коль. If we do it right, we're going to hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer, right? And a lot of the events this summer have been pre-taped, and they've been great and lots of cool game info, but I really wanted to do something live with a lot of. Я на ночь, короче, оставлю Epic Store, можно за ночь обновить, мне все. Very cool. Good luck with everything. Thanks, Kyle. Thanks for hosting the pre-show. I'm doing my best. So just so we're all on the same page about what just happened, that was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom honk honk for
Dirt 5. Едрик. Я просто пролагала к чертям. Да ладно. Понял, сейчас еще игру вырублю. Тир 5. Понятно. Что-то после того, что я сейчас увидел, я скажу так. То, что они изначально показывали, выглядело намного красивее, чем сейчас, блин. Мировая премьера. So you think like a vampire bit a car and sucked out gas? To be continued. It is now time for the part of the pre-show that I've been reading your live comments. I see them right now. Everybody's blowing up, demanding Kyle's 10 reasons to be excited for opening night live. Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for opening night live 2020, feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited for opening night live 2020. Destiny trailers are usually pretty good. Number 7, слишком какое-то пёстрое было. finally over. Number 6, это проблема. Слишком пёстрое какое-то. Number 5 reason to be excited for ONL 2020. Shadow drops. Number 4, Fall Guys Season 2. Number 3 reason to be excited for ONL 2020. Actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Ooh. Number 2, everything else in my life sucks right now. And the number 1 reason to be excited for opening night live 2020, Jeff Keighley said it's gonna be good. We have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement of... Покажут что-то... Блядь. Покажут что-то с PS5 эксклюзивов. In-game footage. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control, well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. But we never really possess it. Типа Jurassic Park новый, типа. Вот на Switch. Нет, Доран, покажут эти танчики World of Tanks Blitz на свече покажут, как играется, и нормально, все, это все закончится. Вся трансляция. 3 ноября. That's it. That's all we have for you in this very pre-show. Please be excited for the actual opening night live, in which you'll see some Destiny 2, you'll see Fall Guys Season 2, you'll see Black Ops Cold War, that mysterious PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Me. Света, не болей. For putting up with my nonsense for the last 20 minutes. It is appreciated. А то Вова тебе шоколадку не купит. So what's the plan? Time to take control of our world. When we feel out of place,
disconnected and divided. There are always repercussions. Do we have what it takes? All right, I'm going in. To be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world Один я together. понимаю, то, что мы увидели. Грандед, Герзе, Думчик, блядь, Киберпунк. Ghost of Tsushima. Half-Life Алекс. Horizon, Valorant. Что это сейчас показывает? Тут куча нарезочек всякого говна. Hello, everyone. I'm Jeff Keighley, and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now, this year, Gamescom is, of course, a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer, I was hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers. Сюрпризом какой-нибудь Кодзима выскочит из-за угла, скажет: «Ха-ха, привет! This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy. Не, ну Ratchet'а покажут, уже хорошо, будет понятно. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game, with a game that was just announced yesterday. Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive. Кстати, по этому Call of Duty инфа, эта новость была. Короче, если ее купить на Xbox One сейчас, бесплатного апдейта на Xbox One, на Xbox Series X не будет. Ну это Activision, потому что решает же, то что тут не майки сами, а Activision хочет везде бабок насосать. And we get to mix all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War. And it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, you know, some familiar faces. So, you know, Woods, Mason. Ну, Call of Duty мне нравится, у них сюжетные кампании всегда были прям качественные. У Battlefield всегда было для галочки, а тут прям реально полноценная кампания всегда. The iconic characters like Woods and Hudson and Mason, and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981, and we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to be. From there, we wanted to take some of our missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard-driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Yeah, absolutely, absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And если они сделают в этой колде чисто сингл, да, чисто кампанию без мультиплеера, то она будет весить мало. Что она там, ну, 100 гигов будет весить, плевать. Народ пройдет, удалит и все. У них есть дальше Warzone и прошлая колда, ну, с мультиплеером.
Оригинально, у них конференция лагает, настолько они подготовлены были. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. Плеер, на удивление, стартовая линейка PS5. Человек-паук. Одна игра пока мест только в стартовой линейке, значит что? Для PS5 это Человек-паук. Demon Souls? Может быть, но не факт. Ratchet и Clank, если будет на старте, это еще полбеды, это еще ладно, ну хотя бы одна-две... Если будет всего лишь одна игра на старте, то кому оно сдалось на старте сейчас покупать-то, блин? Конечно, олигархи, у кого бабок позволяет, они себе предзаказы наделают, чтобы у них было, потому что первые партии в магазинах, которые уже вот у нас там сообщают, в том же Nvidia, да, первая партия консоли будет маленькая. То есть первые партии быстро расхапают, их на полках не будет. Какие-то по предзаказу просто уже уйдут автоматически. А первая партия может быть по 100 там, ну, консоли по 100, блин, может быть, в каждый магазин. И то это может быть... Допустим, Nvidia, допустим, этих Nvidia в городе, ну, 3 магазина. Вот 100 консолей на 3 магазина рассортируют. Да. То же самое с DNS, блин, Ситилинком и прочее, прочее. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Да, именно что, Доран. Мы также готовимся. Все определяют то, что Зукон должен тащить. Все. Мы ляжем, а Зукон пускай за нас потом парится. Глядишь, повезет, один затащит. Ага. Проверено вчерашним колоком проверено. Do you know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world... И знаешь что, Вов, радует, что я сегодня это написал, сегодня полез стримить, понимаешь, да? Прикинь бы мы завтра бы такие, хапанулись такие, покоопить. А нам с тобой по 30 ГБ, блин, заново, грубо говоря. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this first look. Я даже сейчас гляну, сколько у меня процентов проверилось за все это время. ЦГИ, такие ЦГИ, блин. В итоге кажется, что графон намного хуже в игре будет. 18% мне только проверилось еще. Ну, типа обновилось, в кавычках.
это была Slayer, это была закладка. Это, знаешь, ты такой подходишь к кирпичу, ты гранату забираешь и где-нибудь в другом месте подрываешь. Нормально. Видишь, тот же самый кирпич вытащили. Девочка пришла за гранатой, кому-нибудь потом в жопу надрать это ею. Либо это была закладка для Дорана. Он бы пришел, только за гранаты забрал бы, потом его вставил бы Тиму Суини в одно место. Вот такой прикол. DLC для Eternal. Ну да. Разрушитель поднялся, Кирилл, да? Такой же рогатый, блин, такой же страшный. Десятое, 20-е, 20-е, получается у нас в октябре выходит, 20 октября. Casey, over to you. Hey Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 А я сотрудник Биова. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters of Dragon Age to life. We're still in early production, but we thought it was time to give you the very first look at how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. I love that character so much. That's awesome. We're very experimental here at BioWare, so we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. Concept art. The world of Dragon Age really has got it all. It's got frontier stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories. Четвертый. And of course it's all wrapped up. Четвертый же Dragon Age вроде, или третий они. Они что это? Они же когда этот Anthem-то выпустили, они же, блин, себе соломку подстелили в виде Dragon Age-то следующего. А слух, когда по нему уже давно не было никакой. Вот первые концепт-арты хотя бы видим. Original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, we get an opportunity to see. Ну, будем честными, если бы они с этими концептиками приехали бы на презентацию PlayStation 5, я бы сказал, ну все, я за Xbox пошел, нахрен мне это все. Концептики смотреть, те же самые CGI-шки я посмотрел у Microsoft.
Но там хотя бы Game Pass за 15 баксов. А у Sony только продолговатый предмет. И то не за 15 баксов, а намного больше. One of the best examples of that is Solus. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part wants to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? По-любому он занимался озвучкой на какой-нибудь микрофон с Алиэкспресс. По виду похоже. Players want that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to... Вот так вот со стороны смотрится, как будто это очередной Dark Souls пилится, блин, только от биовар. Ага. Обилками. Potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic opportunity every time. Next up, it's time for something special. Что, Марти Макфлая позвали, да? Great Scott! I think there's been a serious miscalculation. Wow, wait, you're, what's his name? Back to the Future? I'm Emmanuel Brown, Doctor of Physics, not of Medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but what are you doing here? I did come back from the future to this precise moment on August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? During the mid-20th century, some friends of mine from Shire University invented a state-of-the-art medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now, 70 years later, we've digitized the experience. Симулятор хирурга, что ли, блин? Так вторая часть или что? And be medically trained from the comfort of your keyboard. And it's available as of Great Scott, this very moment. Tonight, I want to world premiere a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Честно скажу, Only time will tell. большего актера я в жизни не видел. Пригласить этого актера, чтобы он это показал, блядь, извините, ну... Нахрена так унижать-то человека? Вот серьезно, нафига так унижать человека, показать такую, представить эту игру? Where does this part go? We got it. He looks good as new. Now grab the good arm and bring it in here. We're dying. He's dying. Oh, that's not right. My finger slipped. He gets the Jesus Christ! Put it back. В Epic Store еще. Ну ладно, в Epic Store не жалко, мы это говно в себе не увидим. Хотя бы год минимум. Introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement. Самое интересное, сейчас такой Габбен, сейчас мистер Габбен где-то там сидит в Новой Зеландии, такой закурил. Ну, хотя бы тот симулятор у меня в стиме не будет.
Не первого хватило. Особенно, как сегодня новость появилась, то что это для Left 4 Dead 2 готовится обновление с режимом Last Stand. Ну, типа режим выживания там где-то на какой-то типа базе, не базе. Церкви, не церкви, блин. Регенератор. Регенератор. Все что угодно ради любимой порнушки. Регенераторный ноутбук с собой притараню, да и наушники даже. Конструктор мостов с Walking Dead'ом, коллаборация, понятно. Короче, херня, короче, казуальная, блин. Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special Кто-то думал, что хуже, чем показали Microsoft Halo, быть не может. Я говорю, может. Вот мы это видим. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of two classic characters that I love. Check this out. In a world gone strange, one elite force stands against the darkness. Damn it, Max. But even they could use some help. Here, slip on this little beauty for effect. Sam, I'm blind. Oh, hello, miss. Ну, хоть что-то годное, блин. Это да. Sam & Max это в свое время очень, это, по-моему, хороший point-and-click квест. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host То есть, for ONL, как для олда какого-нибудь, да, эта тема. Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge congratulations. Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies, and I'm going to be on. Клэр, у нее ее нет. У нее есть штука в штанах, походу. О, World of Warcraft. С лучиками, рейтрейсинг, который трахает вашу 2080 S и TI во все места. Ага. Each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, ну, скажем так, трансляция не выстрелит, потому что ее сейчас смотрит 156 тысяч человек, ну, почти 157. То есть, это мало. From the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy.
Это Утор, по-моему. Похож. Ну да, Артас и Утор получается. Light, save my soul. Afterlife Бастион. Uther. Where am I? Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks. Ну это новая это. Неиграбельная, чисто новая фракция будет. В Шоше вот эти голубые чуваки, блин. Клэр! Знаешь, если бы все люди были адекватными, они бы поняли, что вселенная уже давно мертва. Но Ичи в это играет, хотя я считаю, что, хотя лично я понимаю, то, что нынешний ВОК это херня на пустом масле. Такой играть нельзя. Как по мне, они пошли не туда после выхода, после катаклизма. То есть, они, когда они выпустили Пандари, они уже пошли не туда. Да, они начали расширяться в то, что типа Пандари, хотя Пандария были в третьем варике, блин, все дела. Но игра стала слишком казуальной. То есть интерес, допустим, мне, как хардкорщику, такому по Вову пропал. Если когда-то, допустим, Вов задрить, сейчас от этого блевать будет тянуть. В Дренноре они более-менее выправили ситуацию в этом плане. За счет гарнизонов добавили интереса. На Легионе уже, по-моему, там херня началась опять. Ну а БФА вообще там скатилась в помойку. Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He Это был мой betrayed ученик. us all. Он предал нас всех. Скажи мне. The runes on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled. Impossible. The Maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon. Не знаю, Тирл, я лор вообще не знаю. Варика не знаю, я его даже не читал, не учил никогда, понимаешь, чтобы его понимать и помнить. Потому что вот этих я вообще впервые вижу по лору. Вот потому что их я нигде не видел. Ни в Варике третьем их нигде не было. Ни во втором, ни в первом. Откуда они взялись? Какой нахрен лор? О лоре нет смысла говорить. Лор уже пошел давно по одному месту. Если там какие-то песнопения, блин, в которые мало кто читал.
Были в Вовке. Привет, мой Леон. А чё, уже видос есть? Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. He was my student. Remember what he did and take your vengeance. Not vengeance. Justice. Не месть, правосудие. Ирилка, по мне, вот, я понимаю одно, мы в ярости короля Лича, мы этого Лича, по сути, победили. Какого хрена тут опять происходит? Как будто они где-то там время вернули вспять, и пошло все по новой. — 27 октября. Мне интересно, сколько Близзарды попросят бабок за аддон? 5 косарей? Тогда уже обновляться мало кто будет, то Ичи точно не станет. А то аддоны на Сош с каждым разом все только дорожают. Official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. They have returned. They corrupted. Divided, conquered, until finally, the gates of the celestial realm. Focus Home Drive, Warhammer серия. А, эти, блин. Блин, это из классического Вова, ребята. Я не помню, как их зовут, блин. Вот эту именно фракцию. Но вот эту, по-моему, Сигмары их зовут. По-моему, это сигмариты, блин. И, по-моему, фигурки по ним вышли еще, по-моему, в году 17-18. А, да, сигмары. Stormground. Ну, увидим чуть больше в 2001 году. На более нормальных роликах, а не вот на этой цигрешке простой. Now you guys may remember back in June I had some masked. Ну, Слэйр, ты правильно говоришь. Точнее как, он умер после катаклизма. Для меня он умер после катаклизма. Катаклизм был еще нормальный. Of course had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. What? He's where? Ну, Кирилл, я пока сейчас смотрю на Некромунду, там вот тоже что-то типа
Типа не до Warhammer такой, типа про этот. А-ля Мэд Макса, чё девахи бегают с пушками, блин. Что-то типа аналог сестер битвы. И там еще одну, которую анонсировали как раз таки на выставке Xbox. Или на PlayStation. Тоже по вахе там какой-то шутан-то будет. Кооперативный. Crash apparently didn't get the memo about Gamescom, but to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Lou, what did we see there with Crash and the Gamescom bot? Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash. Ну а там толком непонятно, что будет-то, Тирл. Там, блин, оно вот чисто по CGI-шке показалось, что это типа что-то типа шутана на четверых. Как этот, операция Raccoon City-то Резик-то был, выходил там тоже на четверых-то кооп. Вот что-то типа такого, по-моему, будет. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. Ну, Кирилл, как бы, что? Games Workshop, они что, они только лицензию продают. Кто купил, там, кто хочет, то и воротит. А выстрелит, не выстрелит, это уже как повезет. Reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, это если бы сейчас продавали лицензию на Battletoads, и мы бы тут сейчас собрались бы. Ой, Battletoads впились потихоньку. Like I said, puzzle rooms, really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then, narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right, well, Crash 4, it's about time. Looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. Crash выходит в октябре. Окей. То есть это даже не старт для PS5 тоже. I have become terror. The unseen predator. A rupture. That obliterates without warning. Alone, the hordes of Enoch will fall before. Похоже на Дристани. Как будто бы. Ну не факт. This entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road into the dark heart of creation. 'Cause I feel the way you feel. Yeah, I kill the way you kill. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. Remnant 2, да. Куча всякой херни. Outriders, это, по-моему, вообще мультиплеерная херня. Реклама Red Bull на презентации. Фу-фу-фу. Гиперсквад от, по-моему, Ubisoft, либо, да, от Ubisoft. Battle Royale.
Welcome to Necromunda. So you're new here. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. Вот, Некромунда. Humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble for the rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths? Вот это я гляну, когда появится, если железо позволит. Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. Футбол и не FIFA, всё. Gaming to be quite bright and quite online. The next А это уже есть generation PES. console will clearly allow Альтернатива AAA and FIFA. indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the medium. Pro futuro dos games, eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of two in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Майнкрафт, твою мать, с разрушениями. Вот это. Это да, у них фильтр стоит в игре, в этом ролике. Это у них такая дымка.
В игре была. Last year at Прям. Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February. У меня стрим серый. Throughout the week Не at может быть. Gamescom, including a live demo on У меня фильтров Gamescom никаких не Studios стоит. tomorrow. Только один стоит этот фильтр. На повышение резкости, помнишь? Мы резкость там не делали. Все, больше ни хрена. Могу резкость вот убрать вообще, блин, как бы, ну, отрубить. Погоди. А, нет, у меня вообще тут фильтров нет. У меня же это оконный захват. У меня тут фильтров вообще нет ни хрена. Или погоди. А, ну вот так. Коррекция цвета, да. Коррекция цвета стояла. Да, потому что я забыл, что у меня на оконном захвате фильтры какие-то стоят, блин. Ну, на игровом ник стоит, на оконном, оказывается, стоял, блин. Ну, Пиксель, это ж мы с тобой давным-давно настраивали. Ты сам говорил, типа, ебани, блин. Коррекцию цвета. Чё расперделся, блин? Рестлинг, мать идти, какой-то, блин. Слишком не рестлинг. Ну это было когда? Это был оконный захват, там понимаешь. Я даже не помню, для какой игры тогда делал это, блядь. Ладно, хрен с ним. Just an example of the pandemonium that you're gonna experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes. Seth Rollins delivers the stomp. What a night. What a night. This is the greatest thing I've ever seen. Pre-order WWE 2K Battlegrounds today and brawl without limits. Mamma mia! Oh, sorry, Moro, I know that's your line. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Вот Watch Dogs вообще уже никак не интересен, блин. The winner of Best Action Game is Star Wars Squadrons. Think you can escape? This is gonna be close.
Operation Tango. Operation Tango. It takes two to save the world. Сомнительно что-то. Он будет интересен вообще. The winner of Best Indie Game is Curious Expedition 2. Did not believe what I had witnessed. It was time for the world to learn my name. Congratulations to all the winners! As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late-night talk show. Ну скажем так, Кирилл, будем честными. Лучше его на GameCube поиграть в этот. Star Wars Rock Squadron какой-нибудь, чем вот в то, что сейчас показали тут, блять, нахрен, в ТГИшке, блять. And now it's time to talk about that Best Action Game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. Тут может мультиплеера даже не будет, кто его You'll знает. suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new, authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check it out. А будет официально с лутбоксами. Ага. Не купил лутбоксов, да, будешь сосать все постоянно в мультиплеере. Все. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new Republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new Republic before we find our footing. As their Empire collapses, they try to tighten their grip. Слышь, Рэчета не показывали даже, блин. Он заявлен, что будут показывать Рэчета более подробно, чем вот изначально показывали. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as 2 pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to VR gameplay, fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Еще такая лэбочка. Only for VR. И Кирилл такой, ну блин, все, говно. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will Побежит теперь всем покупать. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan! Gladius, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief with your squad mates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Xavian Abyss,
The story of these rival Не, squadrons Тирил, will push the сомнительно, war это to же the Electronic Arts. years to come. I look forward to seeing you in combat October У Electronic Arts могут не обосраться только те ребята, которые его на Apex Легенду сделали. Вот они могут что-то хорошее сделать, остальные по головам делают хуйню. Давай, Спикси, спокойной ночи. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today at Ой, Star Wars Galaxy Edge. Кирилл, Ставрон тот еще пиздобол, что у него узнавать, ты что паришь? Ставрон пиздобол. To Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Ставрон Resort, Walt подтвердит, Disney World ха-ха. Resort that inspired the Sims' latest game pack. Check this out. Тирл, ты не забывай то, что падший орден делали кто? Respawn Entertainment, которые делали Apex Легенду, они выпустили как раз таки, блин, Star Wars Fallen Order. Поэтому она и вышла хорошей. И вот, Тирл, не гони, ты в это играть будешь, по-любому. Ты в казачные игры-то во все играешь, в это по-любому станешь играть. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. Покажет нам Ratchet, мы пойдем спать. Remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. Понятно. Пиздец какой-то там. Там пиздец какой-то скидывает, блядь. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing, moving backward, returning to its bud. Think of that bud. Я что-то помню, на какой-то, по-моему, Xbox это показывали на своей презентации, типа от сторонних игр от сторонних разработчиков. May you be free from fear. May you know peace and joy. Ну, на Xbox показывали, точно. That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Вот, Фаун, ну это уже заезженная тема, уже везде показали, где только можно. Скоро на все, наверное, пеку 20 раз обновил под эту игру. Уже побежал заказывать себе 2080 Ti. Уже пошел за i7. 7700K. Ага.
Крикет Молли, короче, надели, нормально, шикарно. We have much more ONL to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys, Я только что видел насыщенную эффектами херню. Mediatonic guys are up to, and so much Да, more. все. First, I'm sure you saw Все, that Кирилл, earlier все, this week, вся игра. Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox. Кирилл, скажи, блин, я только расчехлил, чтобы передернуть на эту моль, да, и все, а тут уже так быстро все кончилось. Expand, explore, tear the veil asunder, subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted too. Это Warframe, походу. It raged unchecked through metal. Ну, похоже на Warframe. Ну, похоже, что да, ну, да черт его знает. Ну, прям что-то похоже на Warframe. We are infested with it. What? Visitors? Now, the gateway is failing. Привет, пижамы. The jaws close. The final heartbeat approaches. Ну, он не умрет. Have you tried turning it off and on again? But before we fall, we shall Ну, scream. скажем так. Это вообще как говорите, это как все, начнут все говорить, типа, когда же подохнет наконец-то Destiny, да? Потому что есть вот это. По сути, тот же Destiny, только, блядь, по-моему, бесплатный, блядь, даже. People have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this coronavirus time. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são por amor. Кучку дебилов показывают, которые херню несут. Один про коронавирус, другой про другую херню, блин. Ну то, что на движке игры. Рэпчик. Со сковородкой по лицу, да. Лига мехов. Супер мех лига, блин. Ой, твою мать.
Трансформеры обкурились и получилось вот это. Все нормально, все хорошо. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys, Season 2, да. Уже 302 поминает. 5, and so much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. Mafia. Первая. In this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. One day you're busting your back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Не, ничего не было хорошего. Вообще все говно показывают. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. Я же тут поиграл в Мафию 3, которую, правда, уже удалил. Блин, тебе скажу, вот сама по себе игра классная, хорошая. Но, блять, все одно и то же, все погрязло, блин, в дрочилове, блин. Ну, допустим, вот в Мафии там фактически нужно, блин, ну, делать задания, чтобы там, типа, бизнесы полностью захватить в каждом районе. Что-то перевести, что-то еще, где-то что-то принести, блин. Я такой что-то два района захватил, мне на третьем мне уже не хватило, такую игру удаляем, все, надоело. Стар я для этого дерьма. Что еще за клон Апекса такой специфичный? Похоже, что да. Причем фактически чуть ли не копирует Apex Legends, только в 3D, более 3D-шная графика такая, да, движок другой. Потому что Apex Legends там сурсовский, по-моему, двиг. Да, сурсовский, у Apex сурсовский двиг. А тут уже, походу, Unreal Engine. Да, Pixel, я понял. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films in LEGO Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled LEGO humor, and now we've got your first look at the game. Ну да, получается что-то типа Apex Legends, только с картами уровня Call of Duty, блин, грубо говоря, если не меньше. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. О, да. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. Не, ну как трэш. Это хоть поиграть можно. Вот это поиграть реально можно. Вот. Игры в Лего, блин, по любым вселенным реально всегда хорошие, блин, выходят. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help.
Ну да, здорово, они реально прикольные, по-своему. Я, он, считай, проходил, что, «Властелин колец» проходил. Пиксель Гарри Поттеров проходил, блин. Блядь, я... Он балдел от Гарри Поттера по факту. Я от «Властелин колец» побалдел, мне понравилось. Ну, а думаю, что-то это сплотил. В свое время их же бесплатно раздавали. Что в Стиме, блин, что, блин, в EGS-ах, блядь. У меня в EGS вон всякие, типа, Лего по Бэтмену, Лего еще какие-то. У меня в Стиме, блин, Лего Ниндзя, Лего Хоббит, блин. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Man, Lego Star Wars looks so fun coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Фанаты Дустана ликуют, Дустан покажут. physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Ой господи, что за хрень. Можно это развить как-нибудь? Пони, которая какает радугой, зашибись, все. Вы видели все теперь в этой жизни. Age of Empires 4, что ли? Да, походу Age of Empires 4. Вот это я понимаю. Что нет там, походу было. А ну разве? Инки. Шведы. Исторические битвы. Челлендж миссии, короче. Не, это не Станфолд по-любому. Не может быть. Ну, ремастер третьих. Кирилл, просто я спалил по то, что инки, и изначально лейба Xbox прошла. А если Xbox, это только Age of Empires. 30 октября выходит Little Hope.
Что оно лагает-то, блин, твою мать? Прикалываетесь? Хоррор очередной, короче, понятно. Сел в Марусю и поехал. Project Car Strip, очередная параша, которая уже есть на торрентах. Скачивайте. Это не реклама. Это не реклама пиратства и даже не навязывание, просто скачивание на торрентах. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to. Ну, для кого-то Doom, для кого-то Little Nightmares. Для меня вот Некромунду показали, считай, немного чуть-чуть. Ролик ЦГИшный, скажем так, а не игровой процесс. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so Ну, Лего, да, прикольно, как бы. Like my house, my island is still complete. Особенно если в EGS на халяву получить. Up next, we have the award for best Microsoft Xbox game, and the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Not Entertainment. Tell Me Why скоро выходит на Xbox и в Steam. You'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together. And I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to Gamescom. Да ты особо там ничего не пропустил такого прямо прям конкретно, серьезного. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. You have broken my heart. For your betrayal, you will be broken. Похоже на то. Нет. Торус. Rise as one. Привет, Торус, снова. Ага, да. How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon, the Fall Guys experience will evolve with Season 2.
There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Для этой игры даже Сбербанк хочет, чтобы сделали персонажика, блин. Типа ихнего Сберкота сюда запихнули. Какие-то еще вроде коллаборации планируются, блин, с какими-то вселенными. И не только. Enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then at Fall Guys Game on Twitter is where you want to be. See you on the start. Не знаю, Кирилл, нам не понять. Я в такое не играю. Ты же испытываешь удовольствие, задрачивая игры на 100% ачивок. Наверное, то же самое. Примерно эффект тот же. Что-то интересное. Вот тут вроде что-то интересное для меня. Немного. Что-то тактичное будет. Типа, возможно, Wasteland 3. Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. She's the only one who could actually run Colorado. She's already tried once. Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory when I was right there. To Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay, and you die alone. Может быть, тоже стоит потом однажды в эту серию втянуться как-нибудь. Киберпунк. Хотя у него, в игрушке Киберпунке у него там были и Ведьмака, que eu preciso ter com e outras Gótica. pessoas nesses tempos de isolamento, e é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music, or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly Ну это что-то либо, либо что-то типа Shadowground, да, выходит, либо что-то типа XCOM получается, да, по боевке. Ну почти вообще, в принципе, по геймплею. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment.
When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, Блин, we knew it would зампело. bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful Это Medal of Honor VR, по-моему. Получается, что это учитывая, We could not be more excited to show the world the next look. Ну да, там же тоже у них они по медальке под VR работали. Let's take a look. Да. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Причем эта игра для VR планируется. Let me be clear with all of you. I'm scared too. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters. Нет, это даже не ремейк, это новодел. Это чистый новодел, чисто под VR сделанный. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. You really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. Like I said, boom. There are things, as people, I'm willing to sacrifice myself for. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Ну, учитывая, что это пижам для VR, увы, хрен его знает. По VR, блин, самый хороший проект это был Half-Life Alyx, все остальное от себятина. Ну, Beat Saber еще. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Medal going back to its roots was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, Честно? Лучше бы они делали продолжение Звездных войн, Падший Орден 2 какой-нибудь, либо что-нибудь такое, блин. Чем вот этот VR-проект. Participate in events that really helped shape the outcome of the war.
One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes. We don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. Действие игры разворачивается в Европе во время Второй мировой войны. Новая игра из франшизы Medal of Honor сюжетом будет напоминать предыдущие части. Главный герой является агентом ОСС и солдат французского сопротивления. То есть это просто почти копирка, только сюжет будет другой. Опять как продолжение. Оригинальный Medal of Honor времен Второй мировой войны. Obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too? Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. You spend much of your career trying to map natural human movements to a controller and just figuring out things like making feel good and in VR, how you duck, you just duck, and how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just, it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Coming out holiday, so yeah, fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live will be right back, and in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. The world was broken, fractured by the magic the Vow Keepers said they would protect us from. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. А мы не узнаем, потому что идет же от первого лица, плюс это, учитывая, что это шлем. Скорее, может быть, мужик там будет, возможно, герой.
broken my vow. And now I fight to break free. Ну по рукам там только видно, что мужик, блин. Рисовка хорошая, вот в данном случае. Рисовка хорошая, но опять какой-то, блин, ПВП какая-то херня, блин. Ну, похоже, да. Spellbreaker. Лучше бы какая-нибудь сюжетная такая была штука. Нет еще. Они типа тут типа это реклама Xbox Game Pass, грубо говоря. Типа мол, оформи, чувак, Xbox Game Pass. 100 игр каждый месяц доступны. Причем многие игры на старте, которые выходят, тоже сразу доступны в ЕГС от внутри студии 100%. Ну в этом плане им нужно геймпасс улучшать, это да. И этот Project X Cloud сразу показали, то, что играет куда хочешь с мобильника. Купи себе Samsung и играй в игры с Xbox на мобильнике. Ну, как тебе сказать, Тирол, смотри. Вот если бы, допустим, у меня сейчас был бы Xbox, да, и мне бы завтра бы, допустим, в геймпассе оказался, допустим, Kingdom Hearts 3, я бы подписку оформил, чтобы его пройти. 最初タリカンの音楽を聴いたときに曲が素晴らしいだけ Такие якудзы, если бы повыходили, то же самое я бы прошел бы. 日本じゃ本当に聞いたことがなかった音楽でした。 О, для вас пиксельная хрень. Что-то похоже на Турикана, если что. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 И что, Тирол, тут у каждого свое мнение. Допустим, я бы там за... Даже если там из всей сотни там игр было бы, ну, хороших, ну, штук 20, да, каждый месяц. Ну, я бы эти 20 прошел бы, и все, подписка бы кончилась за месяц-то. Ну ладно, за 2 месяца.
А дальше ждать, когда обновится библиотека. Добавят новые. Турикану типа 30 лет. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the Турикан это типа что-то аналога контры, но не совсем. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. Тристани. The floodgates are open. The darkness is here. As you step away from the light, we need only look inward. Focus your power. Let it grow. Our fight is far from over. Нужно подумать. Согласен, Фабос, согласен. Let them come. This is their fate. One after another. И то как бы на сегодняшний момент идет упрощение, думать не нужно. В Xbox покупаешь Game Pass на месяц. Посмотрела, поиграла, захотела, потом купила. У Electronic Arts их нет. EA Play нынешний. Оформила на месяц подписочку EA Play. Посмотрела вот эти всякие новинки, если они там есть. Поиграла. Захотела, купила по прайсу, не захотела, прошла там. За 600 рублей этих поганых, и все, блин. Сейчас выгодно экономить жестко, хрен с ним, что этой игры у тебя не будет, но ты по подписке прошла, и все, и ладно. Cyberpunk 2077. Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's most wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time. Ну это типа какие-то новости на TGN получается. Эту бабу типа запихнули, чтобы какие-то типа либо новости рассказать, либо типа того, блин. Больше нифига. Take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. All right. Well, a lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw the announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which... Давайте, покажите там уже Ratchet & Clank и завершайте свою поганую трансляцию. Все игры, которые показали в большинстве говно, все. Выводы сделаны. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. Я скажу, я бы на месте инсомников сказал, пацаны, не идите в жопу, давайте нашу серию Рэчета сделаем ремастеры на ПК, и все, и будем бабки грести.
saw him, we may still have time to put a stop to this. Hey, I think I found the wombat! Oh dear. Let's show him how it's done. Alright, bringing out the big guns. Ну, Ratchet и Clank это святой, эту игру испортить нельзя. Как всегда, куча оружия, куча механик, по-любому. И прокачка оружия. Экспириенс я вон уже вижу. За 100 хп будет также за опыт идти. Согласен, да, Кирилл потек от картных игр. Нефериус вернулся не слабо. Это что-то жесть. А, ну хотя здесь, получается, игра будет прыгать по времени разному. Получается, Нефериус, да, возможен. Что ты наделал? Бац. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious' device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. That was rather exciting. Gates before trade! Честно? Если не вот этими переходами через эти портальчики просто на другую часть карты хотят назвать требованиями под SSD, извините, убейте. Пускай идут нахрен. Это капец. Нас наебывает, нас главное, Sony наебывает. Все, подходимся. Я пока не вижу нужды в SSD даже. Да вон, Доран, посмотрите, тот же вон странный этот, Darksiders, первый, второй. Механикой порталов, блин. Портал в одном месте, портал в другом месте. Без всяких загрузок, без всякой хуйни. Бац, перешел в другую часть локации. Здесь то же самое фактически реализовано. Через дырку. Левел ап сразу 10 хп добавилось, ни хрена себе. Это сильно. Да, Фобос вообще обожаю. Я серию Рэчета обожаю за все их фишки, блин. Но здесь я чувствую, меня жестко обманывают. И PS5 того не стоит.
Кирилл, скажу честно, игра выглядит так, словно с PS4 съехала, а не с PS5, вот честно. Ну тут движок такой, который реально, блин, графон, она не блещет. То есть графон у меня такой, что подтянули со времен PS3 до PS4 и все. Спасибо. Битва была не особо сложной, но было прикольно. Когда он такой бац, сначала маленький, потом бац такой в 2 раза, вы как 2 меня по высоте такой, зашибись. Потом снова как стал почти как я. И помер. Ну, Доран, не на PS4, на PS4 Pro вот эта игра спокойно бы работала, блять, как нехрен делать. Кирилл, я лучше по второму разу Ratchet и Clank пройду всю серию. Ну, впервые мы увидели игровой процесс. Порталы, да, есть. Ну, нужны ли под них SSD? Сомневаюсь. There you have it, Ratchet and Clank, Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from. Да, вроде со второго трая вроде или с третьего убил его. It was so great to see that long, uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Да я там больше, знаешь, когда обсирался? Когда, допустим, нечаянно ставил на паузу или, допустим, на колесо, а в момент, когда этот падла прыгает. И получается, я отжимаю колесо, либо паузу, и он не приземляется, и все. Тупо урон получаешь на этом моменте. Я так много раз там обжигался поначалу. Потом, блин, понял, что лучше не отжимать все это дело. И делать все грамотно. И его просто как сволочь наказал. Обос, я скажу, не знаю. Если у меня третью часть со стримом потянет, то можно попытаться и третью, но она больше Dark Souls-like, поэтому черт его знает. А вот Генезис тоже надо спробовать. Если потянет, если запустится вообще, то можно и Генезис пройти. Ну это нужно пока место даже сделать, а Darksiders надо что-то в промежутке сейчас воткнуть. А что черт его знает. Wow, yeah, I gotta say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously. Тут сейчас должен выскочить Марк Церни и сказать. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. All right. So confident both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of. Кирилл, я пробовал третью часть начинать, я просто там на первом боссе же насосал, как говорится, прилично. А так сама по себе она несложная, она как первая, вторая, блин. Она лизичная. Я, может, просто не ждал, что она такая, типа, Dark Souls-like игра будет. Либо еще что-то, хрен его знает. So, for example, your burst pistol, of course, it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger like takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun.
you can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are. Замечу, у мужика беспроводные наушники. В наушники по-любому подключены к телевизору, на котором играет порнуха. По-любому. Чем ему сидел дома во время ковида? Ага. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure, so it's one that even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of Память он это в чате Elder Ring, чертов. Хотят увидеть игру от Фромов. Но как всегда, походу, ничего не будет. Хотя, учитывая, что этот Джефф Келли сказал, что будет какой-то там сюрприз, типа еще будет какой-то в конце, после всего показанного. So the Rift tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to when the dimensional damage really tears one over. Хватит уже с вашими соусами, блин. Издеваетесь, блин. We got another tease of this female Lombax. I know you guys are confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one Одно могу сказать. a little longer. До выхода игры про девочку Ломбакса уже много будет всякой эротики нарисовано. Хотя, наверное, уже нарисовано. All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I got to say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun. And as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get... Кирилл, я так знаю, что Доран фиг не скажет. Он мне тогда сказал, говорит, давай, Зукон, Dark Souls 1 пройди с DS Fix'ом. Mike? И запилил мне картинку. Dark Souls Zukon Edition. Пекой, показывающий факт. What kind of window? Is it big windows? No, I'm just kidding. All right, that's all we're gonna get, I'm sure. Ну так, Доран, я хотя бы от той части получил удовольствие в любом случае. А начав вторую, я такой, физика уже не та, что-то не то. Я такой, до свидания, это больше, это даже проходить не буду. Короче, блин, для меня, чисто для моего ощущения, вторая часть уже полный шлак пошла по управлению для меня. Live Gamescom coverage at Gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you. Доран, у нас вон с тобой Dark Souls обновляется. Remnant называется. Все? Это все, да? Как всегда, херня. Ну, ёб твою мать.
Все кончилось. Ой, понятно, я понял эту классику Star Wars. Все понял. Там пиксель скидывал. Ух, прям. Ой. Что у нас там на Твиче творится? Есть что? Кого? Да, все закончилось. Ну что, на сегодня получается все. Конференция закончилась. Чтобы ничего нового. Реально, что-то хорошее показали вообще мало. Показали кучу ЦГИ. Ну, понятно, что, как бы, учитывая сейчас форматы выставок из-за этого, из-за пандемии, понятно, что, как бы, буду так все показывать скомканно. Так. Они, походу, до выставки, пока еще выставка не началась, представили еще Астерикс и Обеликс Ромастеред, который выйдет 22 октября на PS4, Xbox, Switch и ПК. Ну, Локи, если бы они еще показали цену, сколько этот Вов будет стоить, то было бы прикольно. Пока-пока, Фобос. Понятно. Так. Опять перенесу. Play Capture. Мы что-то мы этого не видели, походу это было до. Надеюсь, картинку будет видно. Ага, хренушки, у меня глючит. У меня глючит фигня. Да может они... Локи может и больше могут и до 3 уже поднять спокойно. Обычное издание, а Делюкс за 4. Нет, мне, кстати, тоже топовая вещь будет. Вот это да, вот от Бандай Намков, Бандай Намки в принципе херню не выпускают. Вот это будет топ. Это во время пре-шоу показывали, понятно. То есть мы это проморгали, пока я играл. Ну, Quantum Error тоже показывали как в пре-шоу.
Темный веб получает хорошие оценки в прессе. Вот это дополнение обещают уже 1000 лет для игры, которая оказалась полным трэшем. Давно его обещали, но что-то все никак. А, в сентябре выйдет? Ну, в мае они выпустили эти записи, типа аудиозаписи, отдача. И вот такая моделька. Тут что-то для хищника, походу, какие-то приколюхи плюс пушки. Тоже пушки. Тут что-то для хищника. Тут копье плюс пушка. Ну и, походу, новая моделька дача. Рейд Крилл точно не показывали. Да, все платные DLC. Причем игра в EGS. Шикарная башенка. Нормально, что по размерам, по высоте нормально. Что у Xbox тут бесплатная будет? Первый дивизион с 1 по 30 сентября. Можно поиграть для тех, кто в голде. Это фигня, что за херня будет. Блоб, ну это вот что-то типа Fall Guys, что-то походу такое же. Деблоб, платформер. Боевик Armed and Dangerous, вот это было что-то тоже что-то хорошее. А, это вообще с оригиналки. Ну, с оригиналки вот это, возможно, даже что-то хорошее будет. Ну, вот это, да. Вот эти для сомнений. Хотя первый дизайн мне не понравился. Я пробовал в первый дизайн играть. Для меня он хуже, чем второй. Как он ведьмак для мобилок? Будете ходить по квартире и всяких зверушек чудных убивать, тыкая по экранчику. Опять Fortnite, коллаборация Fortnite с Росомахой. И тут сейчас Доран такой, я Логан. Отсылка к этому, к нашему великому. Ага. Стратегия будет, короче. Warhammer Age of Sigmar это стратежка. Ну, можно, в принципе. Стратежка по такой вселенной это всегда годное что-то может быть. Но вот, ну, по такой вселенной стратежка может быть годная, вот по Warhammer 40 000 стратежки скатились, в принципе. Ну, скажем так, Дов первый, он как стратежка для мультиплеера, как для компании был тоже годным. Довчик второй, как компания сюжетная, заебись, как мультиплеер полное говно. Довчик третий, как компания все отлично, мультиплеер не смотрел, но скорее всего то же самое будет отлично. Да, Скарлетт Nexus будет на ПК.
Я еще жду новую часть по Tales of, там, по-моему, Tales of Ares она называется вроде, тоже, там тоже у них новый движок, грубая графика будет как у Scarlet Nexus, если либо, ну, либо такое же, либо чуть лучше. Первые геймплейные кадры и концепт-арты. Геймплейные кадры вы там видели? Я что-то не очень. Там все геймплейные кадры это было. Какой-то рыцарь такой со щитом и мечом. И какая-то херня на него нападает. И он такой потом щитом какую-то магию откидывает. Да, офигенно. Весь геймплей показали. Что, веселуха. Да, по Резику собираются сериал пилить в Netflix. Если кто не знал. В принципе, все. Ну да, хорошо посидели. Конференцию посмотрели. Вроде планируется еще до конца месяца этот. Возможно, до конца месяца еще появится Nintendo Direct, но сомнительно. Вроде как инфа была, что возможно будет, но хрен его знает. Потому что вроде как до конца этого года, ну, к концу этого года должна вроде как выйти новая Зельда. Ботов 2. Это на грани так. Чисто по камер слухов. Непонятно. Но учитывая, что ботов 2 будет... Где подъехали скидоны? В Стиме? Понятно. А это в честь Gamescom, скорее всего, да? В честь этого. Ну, пока смотрели, у меня почти полностью игра прошла проверку. Немножко осталось, как раз за ночь пройдет проверка. Ладно тогда. Ладно, на сегодня заканчиваем. Все спасибо, кто смотрел. Прочее. А нет, уже обновилось. Что-то бац, обновилось быстро. Все, короче, у меня все у меня все обновилось, все нормально. У меня теперь это сволочь обновилось. Давайте, всем-то приятного отдыха. Давайте. Завтра не знаю. Завтра точно кооп у Дорана будет. Начально. Плюс в любом случае я пока не знаю, что дальше проходить. Я могу, конечно, скачать Darksiders Genesis и Darksiders 3. Поставить, проверить. Если по стриму будет нормально, то возможно на перспективу потом уже поиграем. Но сейчас неохота. Может быть какую-нибудь стратежку взять, либо вообще устроить потом завтра, если кооп надоест нам, устроить уже чисто свою рубрику. Рубрику типа, мол, когда не стоит покупать ранний доступ. И у меня просто в Steam есть хороший пример игры, которая из раннего доступа, во-первых, так и не вышла, это раз. А во-вторых, команда разработчиков развалилась. Кто-то в этой игре разглядит когда-то известный Spellforce 2, допустим, ну, либо 3, грубо говоря, систему. Где там система, то, что была RPG-система, плюс система стратегии.
Это пропущенных кадров полно. Что-то косяк какой-то. Ах ты противный, не проходил он, тю-тю-тю. Скидки от Gamescom, да, еще смотрю уже. Да, скидки от Gamescom. Тут и всякие эти новинки пока это уже появились, которые, блин, тут. Нифига, Battlegrounds WW 2K, это, блин, 2 косаря за эту херню платите. Вы чё, ёбу дали? Я за такое говно 2 косаря не отдал. Идите на лесом. Lemnis Gate как раз тоже вот есть бесценная. Новый Jurassic World 1600. Ну ладно, еще терпимо. Out of Place. За пацанчик какая-то игрушка. Выглядит неплохо. Вот это еще можно поиграть. Но опять же, походу ее показывали в этом. Пре-шоу перед выходом. Основной. Астронаут, ну что такое себе. Last Spell. Ghost Runner. В списке желаний тоже вроде хер. Gamescom, а вот там Grounded. Endzone. World of Tanks Blitz. Шикарно. Medium. Medium со скидкой 10%, кому надо, забирайте. Tell me why за 515 рублей. Забирайте их тоже, кому надо. О, этот X13 выходит. Cell Agent игра-то была на PS2 там, по-моему. Ты вернулся, а мы уже закончили. Ладно, всем давайте. Пойду тоже отдыхать. Ну, будет, зато стоит косарь всего лишь. Оно хоть и старье, но чисто, возможно, походу перерисовано жестко. Скажем так, коль хорошего показали мало, но показали. Wasteland 3 из хорошего показали. Для меня вот Necromunda хороший проект. Остальное, ну, Outriders сомнительно. У меня почему-то в списке желаемого висит, но думаю, уберу уже скоро. Это херня какая-то, блин, на постном масле. Ну, 2 косаря будет стоить, нифига себе. Да, до завтра. Капитан Цубаса, Rise of Nef Champion, 1800.
Это цены на игры реально какие-то дикие становятся. Причем игры все в основном почаще говно. То есть проекты настолько сомнительные, которые сначала нужно тебе спиратить, поиграть, хотя бы часок-другой. Ну понятно, что у Локи привыкаем, что рубль в жопе, но как бы знаешь. Ты сейчас смотришь на все эти, на большинство игр и понимаешь, что тебе, блин, тебе проще дождаться пиратку, спиратить, поиграть, и только после этого решаться покупать ее хотя бы на скидках, но не за full прайс. Ладно. Всем давайте, бывайте. Будем отдыхать. Сегодня все.